Вот ведь какая история, господа. Жил да был себе Тинькофф банк. Жил и не тужил, показатели отличные показывал, но пришел к нему Костя Заруцкий. Тут Тинькофф банк с Костей решили карту выпустить именную в дизайне «Академик». И акция зашла. После этой акции Тинькофф банк придумал постоянную программу лояльности для автомобилистов Drive, в которых все эти услуги были зафиксированы. И вот что здесь недавно мы решили. Почему бы не выпустить карту с программой лояльности Drive, но в дизайне «Академик»? Для этого вам нужно просто позвонить в банк или написать в чатик в приложении и сменить программу лояльности на Drive. Тогда вы получите год бесплатного обслуживания для кредитки, 3 месяца бесплатного обслуживания для дебетовки. Вам перевыпустят карту в том же дизайне, но бонусы станут круче. 10% баллами вам вернется на покупки на АЗС, 10% вернется при покупке каска в Тинькофф страховании, 5% вернется баллами за автоуслуги, мойки, парковки, автосервисы и так далее. И ведь это не акция, бонусы останутся на постоянной основе без ограничений по срокам. Получается, что мы совершенно бесплатно дали вам все для беспечной жизни. Все, что вам остается, это пройти по ссылкам в описании и оформить программу лояльности Тинькофф Drive. Господа, здравствуйте! Сегодняшняя история начинается с подвески. Мы продолжаем с ней воевать уже который год и объясняю для тех, кто что-то, может быть, забыл. Штатная подвеска BMW X5M. Колесо у нас заканчивается практически здесь. Шаровое висит над колесом. Наша задача поставить большое колесо. Мы сюда вкорячили 7-сантиметровую проставку. Колесо вроде вышло и его граница проходила здесь. Нам нужно поставить еще более широкое колесо, и проставка нас уже не спасает. Есть правильное решение. Вот эту шаровую опору, верхнюю, мы двигаем на 5 сантиметров вглубь. Для этого есть два варианта, и оба их мы используем. Первое. Распрямить кулак. Видите, чтобы шаровая не нависала, кулак должен уйти прямо, и шаровая будет здесь. И в связи с этим же нам нужно переделать верхний рычаг. Значит, смотрите, что придумали. Вжух, прошло 3 недели. Как вы видите, кулак сверху спилен, и в него вкручена шпилька. Ну, естественно, из китайской сыромятины, конечно. Ну, все мамкины металлодетекторы в комментах уже все это определили. Был вариант делать полностью заказной из алюминия весь кулак, но это бы заняло, наверное, не 3 недели. Еще бы дольше, еще бы дороже. Поэтому берем штатное основание кулака, верхушку спиливаем, вверху шпилька, и к этому всему отсюда приводится кастомный рычаг. Да, я специально сейчас еще раз повторюсь, что все вот то вот в повороте на дикой нагрузке будет держаться вот на этом. Да, или не будет. Может быть, его и обломает. И мы все разложимся. Нахрен. И будет автобус с детьми еще навстречу ехать. Ну, на автодроме, где мы обычно это используем. Да. Вот прям сейчас об этом надо написать в комментах. Красавчик, спасибо. Не подвел.
Если раньше в нашем ЗИЛе была гидравлическая система подъема кузова, в которой у нас стоял гидравлический немеренный вот такой цилиндр здесь, который весил килограмм, наверное, 150, толкал кузов вверх, ко всему этому прилагалась бочка с жижей литров на типа 50-100, который, ну, опять же, с маслом, да, которая толкалась. Был гидравлический насос, который стоял на типа какой-то имитации раздатки на штатной коробке передач и так далее. Был дополнительный рычаг в кузове. Нам это сейчас все не нужно. Мы могли сделать снова гидроцилиндр, потому что у нас есть насос гидроусилителя и насос для гидро... Короче, можно было это все сделать, но эта схема тяжелая. Я решил немножечко сделать это все легче, потому что вес нам очень сильно важен, поэтому теперь всю эту систему поднимает электрическая лебедка, которую нам любезно предоставила компания Red BTR. Эту лебедку мы как-то уже тестировали на стрим-канале, когда я ей пытался вытащить ренжа из ямы. Это маленькая, очень легкая лебедочка, которая рассчитана на нагрузку типа до тонны 100, до 1,5 в пике. Тем не менее, чтобы поднимать наш кузов весом 100 килограмм, учитывая все рычаги, этого вполне хватает. Сама лебедка у нас стала под кабиной, от нее система тросов и небольшая система, опять же, подъема с собственной рамой кузова, как это и должно было быть изначально у ЗИЛа. И теперь получается, что у нас есть легкий способ поднять кузов. И у нас ЗИЛ все-таки самосвал. Итак, самая главная фишка самосвала у нас наконец-то вернулась. И вот это то, чему я рад больше всего, честно говоря. Есть теперь пульт. Это обычный пульт от лебедки, как у любого джипера. Включаем. Оп, погнали. И теперь у нас есть фишка, которая не было в этом ЗИЛе никогда. Он может скидывать что-либо из кузова дистанционно. Изначально была идея привязать это к кнопке на штатный брелок от X, который у нас есть. И вы прямо подходите, с брелочком от машины нажимаете, и кузов сам откидывается. Мы это реализуем чуть позже, когда приедет блок управления пятой дверью, который мы сейчас сдали по запаре на разборке и думали, что он нам не нужен. В общем, приедет блок обратно от 70-ки, или мы его найдем, блин, чуть все не оборвало, и тогда мы поставим его обратно. А пока что, собственно, по старой схеме. Тем не менее, устроить шоу, скажем, куда-то загнать ЗИЛа, потому что вот так это, ну, уж стопроцентный грузовик. Мне кажется, никто, даже из тех, кто более-менее понимает в грузовиках, все равно не отличит его сейчас от настоящего, потому что, да, он стоит, хотя борт не откидывается, но это тоже можно сделать. Но, опять же, в формате шоу это немножечко не имеет смысла. И по-прежнему в этом кузове мы не просверлили ни одной дырки, то есть можно реализовать бассейн из ЗИЛа. Но я думаю, что это все пройдет в формате выставки, которая скоро будет в Санкт-Петербурге, если Ишхан разрешит. А пока что берем спокойненько, опускаем кузов обратно, и можно смело ехать, наваливать. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. I mean, you can make this look like that. Damn right. You got to pimp my ride. Yellow claw just set my line. Said let's get this fucking money. When I start, keep it coming. I like hundreds, I like 20s. Got a bitch that look like Chun-Li and a pussy tastes like honey. I lay pipe just like a plumber. She can feel it in her tummy. Like my women, like my cars. All them foreign. She ain't flexible at all. Then she born. That's a polo on my boxes. That's Ralph Lauren. Hit it, then bad paper chasing. Where you going? Yeah, I'm going. Вот здесь вот на клюве прям вверх, нет, в бок. Экстравертов. Все, спасибо. Я сам не смотрел. Просто за что? Ай, как это все печально. Это сейчас просто, знаешь, Да. Я не хочу разбираться в этом говне. Все, спасибо. ты видел, Удачи. сколько там лишнего места? Да. Просто там вот так посередине брошена пачка сока. И все, собственно. Не, ну, кстати, вот конкретно эта машина, кто-то умудрился в нее вставить валы. Неустановленные личности. Да. Так. Поставили валы, сделали бустап. И это реально вот по ощущениям какая-то японская тачка. И прошивка от Приоры. Ты Помнишь? спрашивал. Короче, Ишхан интересовался за кадром, пока не включились камеры, рассчитываю ли я на победу. Фактически в стоке эта машина едет 5,8. ЗИЛ на зиловских родных колесах ехал 6. Сейчас у нас чуть меньшие колеса и новая коробка. Я рассчитываю, что ЗИЛ сейчас поедет 5,8 Уже также. поменял коробку? Да, новая.
от BMW X5M. Поэтому у нас были бы равные шансы, возможно, если бы Ишхан не умел ездить, это раз, и два, это была бы стоковая машина. Но в эту машину уже залезли господа из Ford Market. Это значит, что все стало сильно веселее, сильно лучше. Таким образом, мои шансы сводятся к нулю. Что у меня есть? У меня есть пинок с места, которого нет у тебя, потому что у тебя задний привод, а у меня полный. И чуть больше лошадей, которые мне на второй, опять же, дадут вот этот момент выпрыгнуть, может быть, чуть-чуть. Далее, к сожалению, наступает аэродинамика, и все. Поэтому мы сегодня устанавливаем, что будет, если я встретил мажора на Можно я тогда вот не Мустанг. подводочку такую Вот еще так, снять? вот так, Что вот так типа отдельно. С подводкой, Сейчас, с так, вот так. подводкой, типа. Да, Мажора, вот так, да. мажора на Мустанге. То есть у нас есть какая-то красная машина, которая, очевидно, говорит всем своим видом то, что сейчас я там. И есть ZIL 130M. Это не очевидно. Мне кажется, он то же самое говорит. Ты заряжен ассигнациями, чувством собственного величия и уверенностью, что карьерная лестница в небо выстроена отцом, тебя, в принципе, ничего не парит. Ну, допустим, не в твоем случае. Хорошо, Вот так. нет, я, конечно... Что о я- тебе думают люди, когда видят у тебя на Мустанге? Я работяга, всего добился сам, никогда не просил подписываться на свой канал и никогда так не далее. подписывался, Все, что у меня ставить есть, это лайки. старенький ЗИЛ 84 года выпуска, который я купил в поселке Кипень в 100 километрах за 100 тысяч рублей. Вот захлёстный начинается. И тут загорается зеленый. Вот она, просто битва разных религий. битва Слоев социальных, это все здесь, понимаешь, это целое, это философия. Да, и- Это философия того, что эта тачка волк в овечьей шкуре, а это овца в волчьей шкуре. Понимаешь? Короче, ты овца, все, пошли, дублимся. Главное, что он С уважением, он конечно. сам это будет монтировать, и вообще, даже если я сейчас буду опровергать все это, как бы... Мы все это вырежем. Да. С тобой поспорим на такую тему. Если ты проиграешь мне, то на Royal Auto Show ты целый час будешь сидеть и раздавать автографы. Вот прям как мой раб. Я даже приделаю тебе, наверное, цель. Отыгрывается. Чувствуешь, сейчас прямо вот у него вот эта вот искра горит. Давай прямо вот это вот втаптывай меня, да? Давай. Да. Вот ты сейчас прям мажора четко включил. Ну, все, Спорим? договорились? Да. Идея проекта в том, что есть некие легендарные машины, старые, отечественные, которые кто-то помнит, если кто-то постарше еще, когда приезжал отец к ним на этой машине и так далее, кто их видел маленький, возле таблички «столовая» где-нибудь между сменами и так далее. Эти машины въелись всем в память. Они в свое время были великими, в том числе как и 130-й ЗИЛ, который вытащил на своих плечах массу строек, просто втесался как-то в нашу жизнь. Но шли года, и эти машины становятся все менее и менее соответствующими современным техническим требованиям и в целом как бы виду. Их замещает что-то более мощное, современное, надежное, можно сказать, ну что-то другое уже, новая эпоха. И меня всегда интересовало, что если сделать этим легендарным старым машинам, которые ламповые, теплые, добрые, возможности современного автомобиля, что если сделать так, что дедушка еще всем покажет. И, в общем-то, это мы и реализуем, и это вызывает на любом перекрестке, когда вас обгоняет такая машина, не возникает никакой злости. Проиграть такой машине – это честь. А когда такая машина кого-то обгоняет, для нее это тоже честь. То есть это такая ситуация, когда вы от соревнования, от какого-то вызова приходите к тому, что все красавчики. И вот это очень здорово именно со старыми автомобилями. Ну, я так понимаю, что идея еще и в том, чтобы наказывать, да? Безусловно, эта идея в том, чтобы это был волк в овечьей шкуре. Эта машина дает вам то, чего вы от нее никогда не ожидаете. Неважно, сидите ли вы в ней внутри, или вы видите ее с улицы со стороны. Вот рядом с вами стоит какой-то ЗИЛ, на котором сзади там висит ведерко, он ржавый, и все. И он выстреливает вперед, вы интуитивно пытаетесь его обогнать, потому что вы привыкли ездить быстрее грузовика, но ничего не получается. Ну что, у меня М-режим, коробка в спорте, и я, наверное, выключу стабилизацию. Я готов! Вообще
поровну идут, трындец. Короче, давай еще раз. Я провафлил старт, челлендж щенок. Я на второй прям выстреливаю. Ну да, я вижу, что ты прям меня начинаешь догонять. Блин, мне бы не провафлить старт, и тогда я поеду как заряженный мустанг. И у него-то не сток в итоге еще, прикинь. Просто жесть. Давай. Готов! Трындец! Трындец! Короче, до сотки я их всех или поровну, или вот на маленькую такую писюндру ем. Но это незначительно, я все время вафлю старт, короче. Мне никак с ланча не подгадать третий гудок. Ёптель, я все время старт проигрываю. На второй она просто ням и съела их. А на третий уже аэродинамика, все, ничего не сделаешь. Невероятно, просто трындец. Какого хера Зил едет так же, как заряженный мустанг? Короче, наше время закончилось. И... баталия. Я просто так поставлю жирную точку в нашем противостоянии, потому что так уж точно Зил не может. Понимаете, стоковая машина едет 5,8. Здесь было все нормально. Это Ford Market. Эта машина может ехать 2,8, если там ребята прикрутят нужную турбу. Но мы не знаем сколько, то есть она едет быстрее стока. Но я такой в шоке смотрю, и он говорит, да, второй раз, да, полную. Мы реально топили на полную. Потом подключился третий участник, это Sky. С этим человеком никто не договаривался. И до сотки где-то, как раз первые две передачи, мы со Sky'ем опять же идем бампер в бампер. И я такой, да не может он так валить. Тем более, там такая же драма. На старте вы оба прыгаете. Я отстаю, потом на второй. Ням! Но вперед вырваться не хватает. И дальше на третий, бампер, бампер. Прямо, мама меня трясет. И вот ты едешь в этом Зил, давай! Очень азарт. Да, просто. Мы же забыли снять козырек. У нас же козырек у кузова должен отстегиваться, чтобы его не отломало. Мы не успели, а окно на автодроме для нас свободное было только 10 минут. Кстати, огромное спасибо автодрому за то, что нас терпят, остановили гонки, чтобы мы смогли нормально проехаться. У меня не отстегнут козырек, я думаю, что его отломает. Я там один глаз в зеркало, второй на Ишхана, третий на Sky. Как бы да, все это, весь этот вертолет в разные стороны. Очень жестко. Не, ну я тебе могу сказать, что это реально, ну, то есть как бы адреналиновая феерия. Если бы это было в городе, я бы вообще охренел. Это просто я на Мустанге, и тут
опа, идет, и ты такой думаешь, что там и так далее. Как включить спорт-режим? Но Кто из нас на быстрее? квотере, очевидно, я бы проиграл. Тут нет никаких споров. На третий ты меня уже давил. Соответственно, на четвертый, но надо признать, аэродинамика все-таки слишком быстро. Нет, на Может квотере... быть, мы сплиттер какой-нибудь придумаем? Или хотя бы снимем козырек, я закрою люк, я еще, видишь, на комфорте ехал. В любом случае, на квотере я вынужден признать, Ишхан, победа была бы по справедливости твоя. Соответственно, какой день, во сколько мы делаем вот эту концепцию? Все будет в инстаграме Ишхана или у в тебя? официальных источниках, на которых информируют про Royal Auto Show. В инстаграме Royal. В инстаграме Рояла, в моем инстаграме. И давай, ладно, в твоем инстаграме мы выложим за, там, ну, пару дней. И Скажем, 50 что- тысяч, за 50 тысяч выложим. Давай, Да, давай, все как отлично. обычно. Но при этом, при всем, вот пошел бы сейчас дождик, а мы находимся в Санкт-Петербурге, и дождь здесь идет в себя. И все, я бы просто дико доминировал, потому что полный привод, потому что злющая резина, и ребятам было бы не зацепиться. Таким образом, мы получаем Зила, который практически в любых условиях объезжает базовый Мустанг, хотя на тюнинге даже уже не базовый, не самый базовый Мустанг, и заряженный, опять же, Sky, то есть вы же все не в стоке. Я единственный здесь по ГОСТу, у меня даже дудочка сзади, ведро не упало даже, понимаешь? Это круто. Это круто. У вас есть сезон, у меня нет сезона. Я валю всегда, везде, стабильно, качественно. Спасибо вам огромное всем, что смотрели это видео. Спасибо Ишхану, спасибо Автодром СПБ за то, что предоставили нам окно в 10 минут. Спасибо парням из Ford Market за то, что предоставили сам Мустанг. Все сегодня охрененные ребята. Парню на Sky отдельное спасибо, парень. Мы Макс, молодец. просто Да, красавчик. Даже не дрифтил почти. Да, отлично. Всем вам огромной удачи и пока. А ты останешься. Молодец, красавчик. И облет очков Ишхана.